В процессе распада древнерусского государства из его состава выделилось 15 княжеств. Самыми могущественными образованиями являлись Новгородская республика, Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжество. Современная украинская историография считает последнее предшественником сегодняшней Украины. Если правители Северо-Восточной Руси поддерживали благоприятные отношения с Золотой Ордой, при этом всеми силами противостоя западной экспансии, то галицко-волынские князья сделали ставку на союз с Римом и европейскими державами, желая остановить монгольскую экспансию. Падение княжества в 1392 году во многом определило всю дальнейшую судьбу западно-русских земель. Именно в период его существования зародились предпосылки будущего противостояния России, Речи Посполитой и Австрии за земли Галиции, ставшей к середине XIX века оплотом украинского национализма и униатства. Сегодняшние политические проблемы на Украине во многом уходят своими корнями в период распада древнерусского государства, когда одна его часть со временем оказалась под властью католицизма и западной культуры, а другая стала центром формирования новой русской государственности. Предлагаю в этом видео более подробно разобрать историю Галицко-Волынского княжества. Прежде чем продолжить, хотел бы порекомендовать вам свой паблик ВКонтакте «Историческая империя». Здесь я регулярно выкладываю интересные фото, карты, статьи на разные темы, а также подкасты со своего YouTube-канала. На странице Boosty вы можете поддержать наше творчество. Всего за 50 рублей в месяц вы получите эксклюзивный доступ к роликам, которых нет ни на YouTube-канале, ни в паблике «Историческая империя». Все ссылки в описании. Основателем Галицко-Волынского княжества стал Роман Мстиславич. Он же стал родоначальником династии Романовичей, правившей княжеством до 1323 года. Роман подавил сопротивление бояр, выступавших против централизации. Одну часть бояр он перебил, другую заставил покинуть княжество, при этом конфисковав их земли. Сегодня среди историков ходят дискуссии о том, предлагал ли Роман на самом деле концепцию переустройства Руси по образцу Священной Римской империи. В истории российской Татищева приводятся документы, из которых яствует, что Роман предлагал 6 крупнейшим русским княжествам, в том числе Галицкому, вести наследование престола от отца к старшему сыну и не допускать их дробления, дабы, цитата, «русская земля в силе не умалялась». Таким образом, устройство Руси действительно напоминало бы Священную Римскую империю, крупнейшие правители которой с 1356 получили возможность избирать императора. По замыслу Романа оно должно было, если не прекратить вовсе, то по крайней мере снизить накал вражды между русскими князьями и обеспечить безопасность русских земель от внешних угроз. Несмотря на то, что на земли княжества активно претендовали Польша и Венгрия, а также набиравшая мощь Литва, Романовичи долгое время вполне успешно отбивались от натиска соседей. В 1214 был заключен Сепежский трактат, по которому Польша заявила свои претензии на Западную Галицию, а Венгрия на Восточную. Князем галицким становился Кальман, сын короля Андроша II. Однако сама Польша на тот момент также была раздроблена, потому не могла на деле осуществить свои притязания. В 1228 после кончины Мстислава Удатного бояре передали Галич венгерскому принцу Андрошу, однако горожане не приняли власть чужеземца и позвали на трон Даниила Романовича. Тот осадил Галич и взял город, после чего мирно отпустил Андроша в Венгрию. 14 октября 1235 Даниил Галицкий, как вассал последний, участвовал в коронации Фехерваре, венгерского короля Бела IV. Через 10 лет он разгромил в Ярославском сражении отряды польских и венгерских феодалов, чем завершил 40-летнюю борьбу за объединение Галицкого и Волынского княжеств. В начале 1250-х годов, пользуясь пресечением династии Бабенбергов, Даниил выдвинул кандидатуру своего сына Романа на австрийский трон. Войска последнего победили армию чешского короля Пржемысла Отокара II в битве у Алапы, но затем были осаждены возле замка Гимберги, расположенного у Вены. Бела IV, видя, что Роман проигрывает, стал претендовать на земли Штирии. В конце концов, последний был вынужден вернуться в Галич. Рассчитывая укрепить свой авторитет в Европе, заручиться поддержкой Папы Римского в борьбе с Ордой и не допустить экспансии Литвы в землях княжества, Даниил принял титул короля Руси, но отказался, как и его отец, переходить в католицизм. Таким образом, князь выбрал прозападный вектор политики, что в условиях распада бывшего древнерусского государства еще сильнее ослабило культурные связи Галицко-Волынского княжества с другими русскими землями. В период правления Даниила оно было
одним из крупнейших государств Восточной Европы, занимала земли от Бреста до Черного моря и от Луцка до Закарпатья. Римский папа Иннокентий IV вел переговоры с великим ханом Монголии Гуюком, стремясь предотвратить новое монгольское нашествие. Их провал заставил Иннокентия задуматься о создании на восточных границах Европы пояса государств, призванных дать первый отпор захватчикам. В него входили Тевтонский орден, Польша и Венгрия. Новгородского князя Александра Ярославича и галицкого князя Даниила Иннокентий просил незамедлительно сообщать о приближении монголов. Если Александр проявил принципиальность в вопросе сближения с римской курией и отказался принимать католичество, то Даниил проявил куда большую гибкость. В отличие от Новгорода, находившегося в более холодных северных землях, Галицко-Волынское княжество лежало прямо на пути экспансии монгольских армий в Европе. Оно было слишком отдалено от Новгорода и северо-восточной Руси, чтобы координировать с ними оборону от натиска монголов. По этой причине Даниил нуждался в сильных союзниках и был готов к диалогу с Римом и западными соседями. Преисполненный надежд распространить в Галицко-Волынском княжестве католичество, Иннокентий прислал Даниилу королевскую корону. Посол папы Иннокентия IV Плано Карпини стремился убедить князя в необходимости заключения церковной унии. Однако тот, так и не дождавшись серьезной помощи от европейских держав, отказался принимать католицизм, но сохранил корону за собой. Уже в то время в Галицию и Волынь стали проникать латинская письменность, развивалась придворная поэзия, регулярно проходили рыцарские турниры. Столицей королевства при Данииле был Холм. Здесь составлялись летописи, принимались иностранные послы. Лев Данилович перенес свою резиденцию во Львов. Он и сегодня продолжает оставаться политическим и культурным центром Галиции. В 1292-м галицко-волынские дружины захватили Люблинскую землю. Также они установили контроль над частью Закарпатья вместе с городом Мукачево. В 1301-м Лев предпринял очередной успешный поход в Польшу, откуда вернулся с богатой добычей. Если в Новгороде утвердилась Боярская республика, а в северо-восточной Руси самодержавие, то в Галицко-Волынском княжестве в течение всего периода его существования шла напряженная борьба за власть между князем и боярами. Удельным князьям и соседям княжества, в особенности Польши и Венгрии, также было невыгодно усиление центральной власти. С XIV века Боярская дума превратилась в постоянный совещательный орган при князе, что означало провал становления самодержавия и во многом предрешило падение Галицко-Волынского княжества. Последнее являлось крупным центром солеварения, экспортировало хлеб, меха, воск и оружие в соседние страны. Черноземные территории возле Сана, Днестра, Вислы и других рек приносили большие урожаи, но княжество было расположено вдали от больших рек и не имело прямого выхода к Черному морю, что осложняло широкое развитие торговли. Войско княжества состояло из дружины и так называемых воев. Особо приближенные к князю бояре выставляли крупные отряды, которые составляли основу войска. Своеобразной гвардией князя были отроки, молодые бояре, постоянно находившиеся при нем. Вои, в свою очередь, представляли собой народное ополчение из мещан и крестьян. Они собирались только при крайней необходимости, за успешную службу награждались деньгами или продовольствием. Нередко галицко-волынские князья пользовались услугами наемников, венгров, немцев и половцев. При Данииле Романовиче стало формироваться народное войско, состоявшее из простых людей и безземельных бояр. Тяжело вооруженные оружники были ударной силой, в то время как легко вооруженные стрелки начинали сражения и осуществляли прикрытие при необходимости. В то же время началась перестройка укреплений. Старые деревянные крепости заменялись каменными и кирпичными замками, многие из которых сохранились до наших дней как памятники галицко-волынской архитектуры. На период правления сына Льва Данииловича Юрия пришелся последний расцвет княжества. Подобно своему деду Даниилу, Юрий принял королевскую корону, поддерживал хорошие отношения с Тевтонским орденом и Мазовией для сдерживания Великого княжества Литовского, Польши и Золотой Орды. Подобно московским князьям, Юрий сумел добиться от константинопольского патриарха создания Галицкой митрополии, поскольку Киев к началу XIV века утратил былой статус духовного центра Руси. Гибель сыновей Юрия, Андрея и Льва в 1323 привела к пресечению династии Рюриковичей. Престол перешел к Юрию II Болеславу, сыну мазовецкого князя Трайдена. Ценой признания зависимости от Орды стало обострение противостояния с Польшей и Венгрией, которое уже давно представляло
претендовали на земли слабевшего княжества. Желая вывести его экономику из кризиса, Юрий II Болеслав привлекал иностранных специалистов и поощрял католических миссионеров, что вызывало раздражение боярства, давно стремившегося править независимо от князя. В 1340-м бояре отравили Юрия Болеслава и передали престол Любарту Гедеминовичу. Фактически землями княжества правил боярин Дмитрий Дидько, получивший титул провизора земли русской. Воспользовавшись смутой в Галиции и Волыни, Польша и Венгрия предприняли совместное вторжение в княжество, но были разбиты войсками Дмитрия. Дидько пытался восстановить торговые отношения с тевтонским городом Торном. Грамота, содержащая его письмо на латинском языке, стала единственным документом, сохранившимся до наших дней с периода правления Дмитрия Дидько. После его кончины в 1349-м польский король Казимир III, ссылаясь на родство с Юрием Болеславом, вторгся в княжество и провозгласил себя наследным королем Руси. Этот титул носили все последующие польские короли. Однако литовцы при поддержке великого князя московского Семена Гордова отбили Волынь и прилегающие к ней территории. В 1351-м Казимир получил согласие венгров оказать помощь в новой экспедиции. В обмен польский король уступал свой трон Анжуйской династии. В противном случае венгры могли выкупить Галицию у Польши за 100 тысяч флоринов. Попытки литовцев овладеть Галицией, а поляков захватить Волынь успехом не увенчались. В 1377-м король Польши и Венгрии Лаеш захватил у литовцев Белс, Холм и Городва. Любарт, как правитель Волыни, признал себя вассалом Лаеша, а Галиция была отторгнута от Польши и фактически присоединена к Венгрии. Управлением Галицией занимался Владислав Апольчик, бывший палатин и крупный землевладелец. При в целом грамотной и успешной политике в Галиции Владислав слишком активно поддерживал католическую церковь, чем вызывал раздражение бояр. После кончины Лаеша литовский князь Любарт не стал начинать новую войну и выкупил у мадьяр ряд городов, включая Городва, Кременец и Перемышль. Кревская уния 1385-го положила начало династическому союзу и государственному сближению Польши и Литвы. Королева Едвига, унаследовавшая трон Польши от своего отца Лаеша Великого, в 1387-м изгнала венгров из Галиции и окончательно присоединила ее земли к Польше. 5 лет спустя король Егайло и его брат и соправитель, великий князь литовский Витовт, подписали Островское соглашение, окончательно разделившее земли бывшего Галицко-Волынского княжества. Волынь отошла к Литве, а в землях Галиции были созданы польские воеводства. В 1569-м южные земли Великого княжества Литовского, включая Волынь, вошли в состав короны Королевства Польского. Этот регион получил название Польская Русь и подвергся наиболее мощной волне полонизации среди всех западно-русских земель. Львов стал одним из культурных центров польского государства. Именно здесь во время Великого потопа король Ян Казимир принес свои знаменитые обеты Богоматери. Галицкая столица стала центром униатской митрополии, а в середине 19 века здесь стали концентрироваться радикальные украинофилы, чья политическая деятельность поощрялась австрийскими Габсбургами. После 1918-го Галиция стала ядром Западноукраинской Народной Республики, которая была разгромлена и захвачена польскими войсками. В 1939-м она вошла в состав Украинской ССР, а после распада Советского Союза стала частью Украины.